Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Industrial Craft на версии 1.12.2. В этой серии поговорим про дополнение Advanced Machines. Оно не настолько популярно, как Gravitation Suite и Advanced Solar Panels, но тем не менее в некоторых сборках встречается, поэтому я решил сделать обзор. В этой модификации добавляется по сути несколько механизмов, которые являются просто улучшенной версией, например, дробителя, компрессора и так далее. То здесь вот есть улучшенная дробилка, которая делается из дробителя, расширенного корпуса механизма и таких вот заостренных железных пластин. Делаются не из пластинки и кремния. Далее идет сингулярный компрессор. Он делается, собственно, из компрессора, опять же, расширенного корпуса и обсидиана. Есть здесь улучшенный экстрактор. Он делается вот так вот с краниками. Есть утилизатор. Его нужно поршнями обложить. И есть три версии металлоформовочной машины, то есть, соответственно, прокатку, резку и так далее. То есть вот такой вот крафт, вот такой и вот такой. И, наконец, есть термический промыватель, то есть это улучшенная версия рудопромывочной машины. Вот так вот она крафтится. Так, давайте установим где-нибудь эти машины и посмотрим на их отличительные особенности. Итак, если мы посмотрим на описание этих механизмов, мы увидим, что у них энергоуровень 2. Это означает, что по сути они работают так, как будто бы мы в них поставили одно улучшение трансформатора. Вообще эти механизмы в целом очень сильно напоминают индукционную печку из ванильного Industrial Craft. Здесь очень похожий интерфейс, и механика в целом тоже очень похожа. Давайте это продемонстрирую. Значит, нам, чтобы запитать индукционную печку, можно подводить напряжение 128 EU в тик. Давайте для этого воспользуемся Ultimate панелью, которая генерирует 512 с помощью такого трансформатора. Мы сейчас от 512 понизим до 128. И далее с помощью проводов можно такие вот использовать, запитаем. Вот оно запиталось. Кроме того, здесь есть такая шкала нагрева, да. Вот если мы включаем рычаг, подключаем, сейчас она будет нагреваться. Поскольку у механизмов из Advanced Machines тоже энергоуровень 2, то мы можем подводить 128 EU в тик. Давайте также провода сюда подведем. И видим, что у нас ничего не взорвалось, они запитались энергией. И опять же, им необходимо подать сигнал красного камня. Как видим, после подачи сигнала красного камня вращающий дробитель начал разгоняться. После максимальной разгонки он будет работать очень быстро. Кроме того, обращаю внимание, что термический промыватель, как и своя обычная версия, требует воду. Что интересно, водоструйный резак, который является улучшенной версией формовщиков в режиме нарезки, также стал требовать воду. Давайте запитаем водой. И вот с помощью резервуара из Ender Io я запитал термический промыватель и водоструйный резак водой. Итак, наши механизмы прогрелись, давайте я продемонстрирую их работу. Для тех, кто не знаком с индукционной печкой из ванильного Industrial Craft, тоже продемонстрирую работу. Кладем сюда песок, можно 2 слота. И вот в итоге мы на выходе получаем стекло достаточно быстро. Кстати, обращаю внимание, что здесь есть также слоты для улучшений. Однако ускорителя нам поставить не получится. То есть ускорить такую печку нельзя. Однако здесь можно ставить улучшение, например, выталкиватель, загрузчик и так далее. Кроме того, мы можем поставить такое вот улучшение, инвертор красного сигнала. В случае, если не хотим, все время ставить такие рычаги. То есть мы можем вместо рычага поставить вот такое вот улучшение. Это достаточно удобно. Следующий механизм — вращающий дробитель. У нас, собственно, улучшенная дробилка. Кладем сюда руду. Видим, что достаточно быстро у нас дробится, да. Опять же, есть 2 слота для выхода. Тоже есть слоты для улучшений. Опять же, ускорители мы сюда не можем поставить, только вот такие улучшения, либо инвертор красного камня. Все так вот. То же самое будет справедливо для всех механизмов из этой модификации Advanced Machines. Так, давайте проверим работу сингулярного компрессора. Довольно быстро работает. Следующий механизм — экстрактор центробежный. Здесь, как видим, уже есть 3 слота для того, чтобы резину принимать. Это очень удобно, поскольку у нас как раз с одного стака латекса выходит 3 стака резины. Очень удобно. Следующий механизм — уплотняющий утилизатор. Дальше идет крыльчатый каток. Это как формовщик металла вот в таком вот режиме. То есть, например, мы из слитков можем получать пластины. Далее у нас идет растворяющий экструдер. Он работает тоже как формовщик металла, но в режиме уже вот таком. Давайте кладем сюда, например, слитки и получаем провода. Следующий механизм — водоструйный резак. Он работает так же, как формовщик металла, но в режиме вот таком. И, наконец, термический промыватель работает у нас как рудопромывка, вот, но намного быстрее. Итак, давайте подытожим. Значит, Advanced Machines сводит несколько новых механизмов, которые являются улучшенной версией дробителей, компрессоров и так далее.
Из плюсов очевидных, само собой, то, что работают такие механизмы намного быстрее, чем стандартная своя версия. В них встроен уже трансформатор, то есть они могут принимать до 128 EU в тик. А из минусов я бы отметил то, что нельзя такие механизмы прокачивать с помощью ускорителей, что они потребляют постоянное электричество, хотя и небольшое количество, порядка единицы EU в тик, даже когда они что-то не перерабатывают. Поэтому такие механизмы могут быть интересны в начале вашего развития. А далее я рекомендую все-таки прокачивать обычные механизмы с помощью улучшения ускорителя и так далее. И на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать. В комментариях пишите свои замечания. Рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.